Привет! Раз ты здесь, значит мы с тобой вдвоем любим Прагу. Ну, либо втроем, либо вчетвером. В общем, мы все с вами любим Прагу. Сегодня я хотела рассказать о такой маленькой вещи, как досуг. Досуг я буду брать не тот, который мы можем внутри квартиры делать, а тот, который мы делаем, выходя из квартиры, да. Я бы разбила бы на несколько частей с примерами того, какой он бывает здесь, с примерами того, что нравится мне, и без примера того, что могло бы быть. Потому что могло бы быть всегда лучше, но спасибо то, что у нас это есть. Я благодарна и этому. Вот. Соответственно, первая часть, с которой начну, это концерт. Это то, чем я уже третий год просто живу. И мне кажется, я готова тратить все свои деньги на концерты. Могу без еды остаться, но на концерты я потрачу. Собственно, я считаю, что большие группы, либо соло-артисты в большинстве своем объезжают Прагу, скорее всего по причине того, что здесь нет такого большого ажиотажа к этому, хотя тот же самый Мерлин Мэнсон, например, он сейчас полностью раскуплен, и билеты на него купить нельзя. Я, правда, все еще грею надеждой, что я за неделю смогу купить билеты, но давайте будем реалистами, билеты я не куплю. Вот. Недавно приезжала группа 30 Seconds to Mars, либо 30 секунд до Марса в нашем простонародье, да, либо 30 Seconds to Mars. И суть в том, что у них почему-то зал был полупустым. Не то чтобы только зал, но и танцпол тоже был полупустым. И из чего я сделала вывод, что в Праге, наверное, все-таки правда не так сильно интересуются концертами, потому что во всех других городах был sold out. В других городах он устраивал даже по второму дню. Просто весь интернет пестрил его картинками, песнями о том, что, о боже, он как Иисус, знаете, что-то в этом духе. А в Праге такого не было. И мне было так грустно, что звезда такого масштаба видит перед собой, не слишком много людей. И, возможно, из-за этого и другие артисты тоже не хотят приезжать. Вот. Я была недавно на концерте, прям пару дней назад, на концерте Папа Роуч, и у него тоже был полупустой зал. Я не скажу, что его знают много людей, эту группу, но, тем не менее, она достаточно известна. Вот. Я считаю, что в Праге большие группы, масштабные. Тейлор Свифт сюда не приезжала, Адель сюда не приезжала, они все были рядом, AC/DC сюда не приезжали. Типа, они все вот тут в Австрии, в Вене очень много проходит концертов, либо в Германии очень много. Даже в Линкин Парк они сольно не приезжают, они приезжают в рамках фестиваля, хотя в соседних городах они сольно приезжают. Вот, поэтому в Праге некоторые концерты могут объезжать стороной, но вы всегда можете ехать до соседних стран и там посмотреть концерт любимого своего артиста либо группы. Дальше. Выставки. Это второе у нас. Досуг, который достаточно, распространен, скажем так. Выставки либо музей. С выставками беда, я бы сказала, потому что красивых, масштабных, таких, чтобы зашел и вау, очень мало. Я была на нескольких таких вау. Я покажу здесь фотографии, да, какие-нибудь, либо видюшки. Посмотрите. И да, вот эта красная выставка классная. Выставка Woman in Art классная из-за зала, не столько из-за выставки. И так, чтобы я еще вспомнила на ходу какие-то выставки, я, наверное, Тим Бертон тоже была в 2024 году. Классная, но он приезжий был такой. А остальные, они такие достаточно посредственные. Возможно, для суперценителей искусства, не знаю. Ладно, выставка Ван Гога нет, Сальвадора Дали на Староместской площади, прямо в самом центре. Я оставлю все адреса в описании. В самом центре она крутая. Она проходит постоянно, она не временная, как другие выставки. Там мне тоже понравилось. Наверное, все из выставок. Остальные выставки, насколько я знаю, некоторые выставки работают по несколько дней, несколько часов. То есть, допустим, выставка может быть открыта вторник-пятницу с 2 до 4. И я опять-таки делаю вывод, что нет такой сильной заинтересованности в этих выставках. Поэтому да, с выставками могло бы быть и помасштабнее, как, например, в Берлине, в Токио, не знаю, там, в Сеуле, что-нибудь типа такого. Но, тем не менее, они есть. Музеи тоже есть, музеи больше такие национального типа, не какого-то современного, но для общего развития они подходят. Мне не хватает масштабности в выставках, скажем так. Третий пункт – это, наверное, какие-то квартирники,
стендапы, какие-то, может, выступления групп, которые только начинают развиваться, не знаю, как это правильно называется. Здесь это есть, не так прям, чтобы масштабно, но стендап-индустрия достаточно развита. Не часто комиков приезжих я сюда вижу, часто слышу про комиков начинающих, которые уже живут здесь. Группы есть несколько баров, которые готовы у себя приветствовать новые группы, которые дают им возможность развиваться. Но это тоже, это, знаете, это тогда будет известно, когда ты в этом варишься, так, чтобы ты вот прям вот как-то все на виду и все понятно. Ну, мне перед глазами не попадается. Например, я бы не узнала, что группы выступают, если бы у меня не было двух знакомых музыкантов, которые мне рассказали про такие возможности. Я бы не знала, что есть стендапы, если бы мой знакомый не занимался стендапом, именно вот который только-только начинающие, что такое происходит в Праге. И как будто бы этому не хватает больше обзоров, чтобы люди больше об этом узнавали, как будто бы в рекламу здесь не очень хотят вкладываться. Ну, я бы так сказала, потому что я обычно интересуюсь всякими интересными штуками, которые проходят в Праге. Мне очень интересно куда-то сходить, узнать что-то новое, какие-то мастер-классы. Мастер-классы, как правило, здесь дороговатые, да. Я не могу судить о цене, я понимаю, что затраты, которые тратят люди на мастер-класс, они колоссальные. И в целом цена, которую они ставят, она достаточно приемлема. Но я не готова отдавать за пробные занятия. Иногда бывают бесплатные, согласна. Давать за пробные занятия большие деньги. Например, есть мастер-класс какой-то по лепке там из глины. Ну, он там порядка 2000 крон стоит. Иногда бывает дешевле, но учитывая, что сейчас в Праге цены очень сильно поднялись, это достаточно тяжело. Возможно, в этом и есть point. Честно, я просто сейчас рассуждаю с вами, здесь нет какой-то суперумной мысли, я просто рассуждаю, почему и как так оно все берется. Возможно, потому что сейчас Прага очень подорожала, и зарплаты среднестатистической не хватает на то, чтобы баловать себя всеразличным досугом. Здесь, кстати, нет джамп этих парков, да, как они называются, не батуты, которые, а когда ты, например, с какой-то скалы, либо с моста. Вот такого здесь нет. Два места есть, но они такие не пейзажные, что даже оттуда прыгать не хочется. Вот этого да, вот этого нет. Лыжи, чтобы покататься на лыжах, нужно прям куда-то вот далеко ехать. Соответственно, здесь как-то так в лесочек выйти, покататься, такого даже больше. Здесь часто есть запрет на катание на лыжах. Да и снега здесь тоже, если честно. Вот. Ну да, вот такие какие-то адреналиновые вещи, они либо... Как будто досуг здесь не так развит, я не могу вам этого объяснить. Возможно, и в Москве он такой же, в России. Просто я как-то не обращала на это внимания, потому что тогда я была увлечена немножко другим, а сейчас мне хочется узнавать, познавать, пробовать. И я тык сюда, там этого нет, этого нет, этого нет. Но чтобы ты комфортно мог ходить на разные выставки, ходить на концерты. Ну, например, выставка в среднем это 300 крон. 3 на 4 это 120, это 1300 рублей стоит выставка. Фигня, ну да. 3 на 4, ну да, 1300 стоит выставка. Вроде бы фигня, но одна выставка, вторая, третья, это там уже как бы набирается сумма. Хотя средняя зарплата, наверное, мы возьмем 1030 крон, да. Ну вот, ты сходил на 3 выставки, это уже 1000. Билет на концерт, как правило, ну это около 2000 крон, чуть-чуть пониже, чуть подороже, но в среднем 2000. Например, ты сходил на концерт, это у нас еще 2000, это уже 3000 крон. Квартира в среднем стоит 14. То есть это уже 17 тысяч. Все знаете, 14, наверное, это неправдиво. Наверное, 17 тысяч больше квартиры стоит. 17 тысяч квартира плюс 3 тысячи вот эти какие-то активиты, это уже 20 тысяч. Плюс телефон, это 21 тысяча. На покушать, ну, 1010, это уже 31, и, соответственно, мы уже выплыли из наших возможностей, да. А мы не забываем про проезд, если у кого-то есть домашнее животное, если нужно там одежду какую-то купить, какие-то там средства гигиены. Соответственно, ну как бы, у тебя нет возможности ходить на вот эти активиты. Пойти на занятия по танцам 300 крон, пойти на, я не знаю на что, на плавание в бассейн там 300 крон, сауна 400, массаж 1200. Вот я хотела пойти по спине, кто занимается, 2000 крон. И как бы
ты тупо не входишь, да, тебе нужно больше зарабатывать, и как будто бы в Праге возможности, конечно, они есть. Кто хочет, кто ищет, найдет их всегда, 100%, я тут даже спорить не буду, но их не так много, как в других бы странах, например, было. Здесь сложно. Ты открываешь бар, а чехи в бар, например, не ходят, потому что у них есть свой бар, в который они привыкли ходить, потому что вот он их родной, вот они там будут пить. В новое что-то пробовать они, наверное, не очень это любят. Поэтому в плане досуга тебе нужно прям самому искать, вот, знаете, через терник к звездам прям вот пробираться, чтобы найти какую-нибудь классную выставку, какой-нибудь классный концерт. И сайт у них не сильно приспособлен под то, чтобы находить все это дело. Ты должен сам как-то вот то искать, это искать, пятое. Это может быть и хорошо, но при всем при этом тот человек, который хочет просто открыть, увидеть, он этого и не увидит. Ему тяжело в этом плане. Он будет думать, что... Я все правильно буду думать, что здесь мало чего есть. Вот. Я не жалуюсь ни в коем случае, просто рассказываю, как оно обычно здесь работает. Я стараюсь по максимуму просто искать все, что возможно, и искать какие-то скидки, может быть, искать какие-то варианты, пусть не скидочные, но хотя бы раз в месяц добавлять какое-то интересное занятие, будь то выставка, будь то концерт, будь то какое-нибудь мероприятие, пойти послушать в бар музыку, я не знаю, пойти на репетицию на какую-нибудь сходить, попробовать барабаны, попробовать, я не знаю, там, на фортепиано поиграть, порисовать, на йогу сходить. То есть как-то понемножечку хотя бы добавлять каких-то разных штук, чтобы понимать, что мне нравится. Здесь в центре мало адреналиновых вещей. Они все, как правило, за Прагой. Это, как правило, нужно ехать, если ты хочешь покататься на вертолетике, там, не знаю, на каком-то самолетике, на штуке такой, как аэроплан он называется, не знаю, как он называется. Ты так вот держишься, типа сидишь и такой летишь типа, на воздушном шаре, но не воздушный шар, забыл, как называется. Вот такие штуки, они тоже есть, но не так много, как могло бы быть. Мне кажется, Прага могла бы больше в себе всего открывать, стараться привлекать людей к этому, да, и тогда, возможно, соотношение заработной платы, стоимости услуг, оно бы выровнялось. Но это моя тупая политика, но мне кажется, что нужно людям немножко здесь прививать то, что нужно пробовать новое, нужно стремиться к тому, чтобы пробовать новое, стремиться к тому, чтобы... Вы знаете, не нужно. Это, наверное, говорит во мне мой трудоголизм и невозможность просто отдыхать, просто там что-то принимать. Потому что, например, здесь есть такие прикольные мысли того, что вот человек устроился на работу, чех, устроился в кафе в 18 лет. И в целом он может там проработать до своих 70 лет. С одной стороны, это классно, что ты нашел что-то, работаешь, тебе окей, денежку платят. С другой стороны, это как будто создает тебе какие-то вот границы, что ты не можешь никак развиваться. Не знаю до сих пор, что есть лучше, что есть хуже. Наверное, для каждого будет что-то лучше, что-то хуже. Для меня, наверное, все-таки интереснее, не наверное, для меня интереснее узнавать новое, изучать новое, менять, пробовать как-то вот, во всем в разном. Возможно, там, к какому-то определенному возрасту я буду заинтересована тем-то на протяжении долгих лет, к какому-то возрасту я буду заинтересована другим на протяжении долгих лет. Мне кажется, в этом и есть смысл, это твой путь, это твои ошибки, либо не ошибки, просто это твой опыт, да. А когда у тебя этого опыта заведомо нет, ты знаешь, что у тебя его заведомо не будет, то как будто бы этот путь становится не таким интересным. Поэтому в Праге в целом досуг есть. Хотелось бы мне больше? Да. Жалуюсь я? Нет. Спасибо, что у нас здесь хотя бы такое количество есть, да. В каких-то городах этого вообще нет. Но я честно желаю, чтобы Прага развивалась, чтобы цены на продукты не росли так, как они растут, просто с неимоверной скоростью, реально просто с неимоверной скоростью, потому что, раньше, давайте вот я последние пару слов, раньше, когда у тебя была зарплата в 30 тысяч, ты такой, вау,
Я за квартиру заплачу, за продукты заплачу, в путешествие съезжу, одежду накуплю, на концерты похожу, да еще и в свинку отложу. А сейчас ты получаешь эти деньги такой: спасибо, что хватило на еду. И то иногда приходится брать в долг. Вот, поэтому не могу сказать, что здесь плохо, здесь хорошо, классно и прекрасно, меня все устраивает. Но чтобы тебе было комфортно, нужно получать гораздо больше, чем 30 тысяч. Я бы сказала, для комфортной жизни тебе нужно получать 50-60. Кто-то скажет, что я совсем зажралась, но нет. 50-60 это примерно 2000 евро, 2,5. Это не так много, но получая 1000 евро, 1200, тебе не хватает на жизнь, совершенно точно. Поэтому лучше 2, а лучше и 3 вообще, знаете. Будет вам счастье. Вот, поэтому это был максимально короткий разговор. Не то чтобы о чем-то, просто, наверное, мои рассуждения, мое видение того, как сейчас обстоят дела в Праге касательно концертов, выставок, досуга, того, что здесь можно сделать. Есть отличный сайт, называется Слевомат, я оставлю его в описании. Это примерно как Купи Купон, что-то такое, наверное, не знаю, как называется в разных странах. То есть там собраны купоны на разные, допустим, виды спорта, красота, какие-то рестораны, мастер-классы. То есть на все, что есть, оно все не супер интересно, но оно все-таки есть, можно что-то купить там, что-то взять, там и на суши порой бывают какие-то скидки, кстати, да, надо залезть туда. На суши бывают какие-то скидки, на все, на массажи, короче, на все что угодно, там бывают скидки, вот такие там программки. Я их оставлю, посмотрите, может, вам тоже что-то понравится. Да, я не пользовалась ни разу, я все время только видела, но тебе, видимо, нужно как-то его взять, этот купончик, куда-то там пойти. Не знаю, брать не буду, не пользовалась, может быть, сейчас испробую, в следующий раз вам об этом расскажу. Можно там смотреть. Вот. Ну и все. Желаю вам удачи в поиске досуга. Самое главное, что я бы сказала, ребята, делайте то, что вам нравится, делайте то, что вам по кайфу. Пробуйте то, что вам хочется пробовать, и вообще никого не слушайте. Срать на всех. Делайте то, что вам нравится. Всем пока.